Стоит понервничать на работе, сдать сложный отчет или просто поругаться с мужем, с мамой, с коллегой, сотрудником, промолчать в ответ на несправедливость. И вот он снова. Цистит. Это жжение. Это унизительная постоянная потребность быть рядом с туалетом. Это резкая изматывающая боль внизу живота и ощущение, будто ваше собственное тело вас предает, наказывает за что-то. Вы идете к врачу, сдаете анализы, а там почти чисто. Или находят минимальные отклонения, которые никак не объясняют всей силы ваших страданий. Врач разводит руками, выписывает очередные антибиотики на всякий случай и говорит: не переохлаждайтесь. Но вы-то в глубине души знаете, что дело-то не в сквозняке. Вы чувствуете эту связь. Связь между стрессом и приступом, между ссорой и болью. Между тем моментом, когда вы стерпели, промолчали, проглотили обиду, несправедливость, и тем, как ваше тело кричит об этом через несколько часов или на следующий день. А что, если я скажу, что это не ваша болезнь? Что, если это не инфекция в классическом понимании, а невыраженная злость, страх и отчаянный крик ваших личных границ? Сегодня я расскажу вам о психосоматическом цистите, о том, как ваш мочевой пузырь становится последним рубежом обороны, когда все остальные способы защитить себя исчерпаны. Давайте разбираться. Для начала все-таки давайте четко разграничим. Бактериальный цистит, вызванный инфекцией, это реальное медицинское заболевание. Оно нуждается в лечении. Если у вас острый приступ, первый шаг, чтобы исключить истинное заболевание, органическую причину, это всегда визит к урологу или гинекологу. Но что делать, когда анализы и все обследования в норме, а симптомы есть? Или когда цистит возвращается снова и снова после малейшего стресса, становится вашим хроническим спутником. И здесь мы вступаем на территорию, которую многие люди, многие женщины, мужчины отрицают. Это психосоматика. Психосоматика – это не про выдуманные болезни, нет. Это про реальные телесные симптомы, которые запускаются и поддерживаются нашими эмоциями и состоянием нашей нервной системы. Представьте себе, что ваша нервная система – это электропроводка в доме. А мочевой пузырь – одна из лампочек. Когда вы спокойны, расслаблены, все работает как нужно в штатном режиме. Ток течет ровно, лампочка горит ярко, в доме светло, тепло, уютно. Но что происходит, когда вы испытываете стресс, тревогу, страх, подавляете гнев, не разрешаете себе проявляться и, что самое главное, не разрешаете осознавать свои чувства? Ваша нервная система переходит в режим «бей-беги». Это работа симпатического отдела нашей внутренней педали газа. Сердце начинает биться чаще, дыхание учащается, мышцы напрягаются, все, в том числе гладкая мускулатура внутренних органов и мышцы тазового дна, которые окружают мочевой пузырь, уретру, словно жесткий корсет. И лампочка начинает мигать. У некоторых женщин она полностью перегорает. И начинается хождение по гинекологам, урологам, бесконечные анализы, обследования, операции. Хотя с телом все в порядке. Не в порядке с душой. С той структурой, которая делает вас живой. Что же происходит, когда этот мышечный корсет постоянно хронически сжат от напряжения? Возникает спазм, сосуды, питающие стенки мочевого пузыря, сжимаются, ткани получают меньше кислорода, становятся отечными и более уязвимы к инфекции. Нарушается иннервация, нервные окончания становятся гиперчувствительными. Мозг получает ложные сигналы о том, что пузырь переполнен, даже если в нем всего несколько миллилитров мочи. Отсюда постоянные мучительные позывы. Появляется боль. Спазмированная мышца – это всегда боль.
Вы чувствуете это как давление, как жжение, как тянущую боль внизу живота. И вот картина. Бактерий нет, а все симптомы цистита налицо и на лице. Потому что причина не в микробах, а в хроническом спазме, который ваша нервная система создает в ответ на ваше психоэмоциональное напряжение. Ваше тело буквально сжимается от страха и злости и беспомощности. Как вы думаете, почему в вашей жизни так все происходит? Почему тело начинает болеть вслед за душевной болью, которая с того самого времени, когда ты, маленькая девочка лет 5-6, после того, что увидела или ощутила, приняла решение не любить себя и сопротивляться всему, что в твоей голове представляет опасность для твоей целостности, для твоей жизни? Как так получилось, что ты тогда давно в детстве сформировала убеждение: любить себя опасно? О чем же кричит ваш мочевой пузырь? Почему именно мочевой пузырь? Почему именно эта зона становится у вас такой чувствительной? В психосоматике нет случайностей. Давайте посмотрим на метафоры, которые несет этот симптом. Причина 1. Подавленная злость и территориальные конфликты. Территориальные конфликты. В животном мире метка территории мочой – это базовый инстинкт. Это мое, не подходи. У человека, существа социального, все сложнее. Но на бессознательном уровне эта связь остается. Когда нарушаются ваши границы, физические, эмоциональные, временные, возникает злость. Это нормальная здоровая реакция. Злость – это сигнал. Стоп, со мной так нельзя. Ты зашел на мою территорию. А теперь вспомните, как часто вы позволяете себе эту злость проявить. По-настоящему ее проявить. Как и когда? Начальник сваливает на вас чужую работу в конце дня, вы улыбаетесь и говорите: «Конечно». Внутри все кипит, но вы боитесь показаться конфликтной или конфликтной. Муж обещал помочь и не сделал. Оп. Вы молча делаете все сами, сжав зубы, боитесь ссоры, боитесь его реакции, боитесь просто спокойно сказать, что вам больно, когда с вами так обращаются. Мама дает непрошенные советы о воспитании детей. Вы вежливо киваете, а внутри кричите: «Я не маленькая мама, это моя жизнь, и я делаю в ней все, что хочу». Но боитесь ее обидеть. Куда же уходит эта невыраженная злость? Она никуда не исчезает. Она остается в теле, и она ищет выход, и часто находит его именно там, внизу живота, в области таза. Тело как бы говорит за вас: «Я злюсь, мои границы нарушены», мышцы сжимаются, спазмируются, возникает воспаление без инфекции. Откуда у вас этот страх перед злостью? Наверное, чаще всего, конечно, из детства. Вас учили быть хорошими девочками, удобными, не злиться, не кричать, не топать ногами, не заявлять о своих потребностях. Хорошие девочки так себя не ведут. И вы научились. Злиться опасно. За это могут наказать, отвергнуть, перестать любить. И этот детский страх вы несете с собой во взрослую жизнь и расплачиваетесь за него своим телом. Причина номер 2. Нарушение границ и беспомощность. Это очень тесно связано с пунктом 1. Цистит часто обостряется, когда мы чувствуем, что на нас давят, когда мы вынуждены терпеть то, что нам неприятно. Это может быть не прямое давление, это может быть эмоциональное насилие, манипуляция, газлайтинг. Когда вы чувствуете, что вас используют, но не можете дать отпор. Когда вы говорите «да», хотя внутри все кричит «нет». Очень много на онлайн-консультациях я вижу именно такую картину. У женщин, у которых есть те или иные расстройства менструального цикла, истощение яичников, истощение нервной системы, происходит именно так. Почему вы молчите в этот момент? Почему терпите? Часто это выученная беспомощность. Возможно, в детстве вы были в ситуации, где от вашего мнения ничего не зависело, где сопротивление было бесполезно и даже опасно. И психика усвоила этот паттерн.
не рыпайся, терпи, так безопаснее. Но тело не обманешь. И оно реагирует на это насилие над собой. Симптом цистита, особенно после секса, который мог быть нежеланным или механическим, потому что надо. Это часто крик тела о том, что были нарушены самые интимные, самые сакральные границы. Тогда тело говорит «нет» за вас. Причина номер 3 – страх близости, стыд и гиперконтроль. Область таза – это наша витальность, то есть способность жить и развиваться. Для многих из вас быть сексуальной значит быть уязвимой. Когда есть глубинный страх близости, страх быть уязвимой, раскрытой, униженной, тело рефлекторно защищается, оно сжимается. Женщина, живущая в постоянной тревожной бдительности, в страхе, что ее могут обидеть, осудить, подумать что-то о ней, она постоянно находится в режиме гиперконтроля. Она не может расслабиться ни физически, ни эмоционально. Вы только представьте, сколько жизненных и телесных ресурсов уходит на поддержание всего этого состояния. А неспособность расслабить таз – это прямой путь к спазмам, к болям и другим соматоформным расстройствам психогенным у всех органов в малом тазу. Это мочевой пузырь, матка, яичники, шейка матки, влагалище. Все это связано с циклом и репродуктивной способностью женщины. Мочевой пузырь здесь можно представить как чашу. Чаша, которая должна наполняться и опорожняться. В метафорическом смысле это чаша наших эмоций. И у женщины, которая все держит в себе, невыплаканные слезы, невысказанный гнев, затаенные обиды, эта чаша переполнена. В ней просто не остается места. И тело кричит об этом единственным доступным ему способом, через более постоянные позывы. Особенно если у вас есть врожденная предрасположенность к болезни мочеполовой сферы. Расскажу вам один пример, одну историю из моей практики. Назовем мою клиентку Ириной. Ей 33 года, она успешный маркетолог, замужем. Она пришла ко мне на консультацию, записалась в полном отчаянии. Хронический цистит мучил ее последние несколько лет. Она обошла всех врачей, потратила целое состояние на анализы и лекарства. Эффект был временным. Врачи ставили разные диагнозы. Разные. Каждый свой. Главной закономерностью, которую она сама определила, было то, что приступ случался почти после каждой ссоры с мужем. Или даже не ссоры, а просто напряженного разговора, где она, как обычно, уступала, чтобы не раздувать конфликт, или просила что-то сделать. Мы начали работать. И первое, что она стала делать, это учиться слушать и слышать свое тело. Не тогда, когда болит, а уже на самых ранних стадиях. Я дал ей задание. В течение дня задавать себе вопрос. Кстати, это задание для вас. Что я чувствую прямо сейчас в теле? И она с удивлением обнаружила, что задолго до боли внизу живота появляется другое ощущение. Легкое сжатие в солнечном сплетении, комок в горле, напряжение в челюсти. Это было ее раздражение. Ее злость, которую она не привыкла замечать. Следующим шагом было связать это телесное ощущение ситуации. Муж задержался, не предупредил, сжалась в груди. Свекровь позвонила с очередной неявной критикой, сжались челюсти. Она училась называть вещи своими именами. Не «я устала», а «я злюсь, потому что меня не ценят», «не все в порядке», а «мне обидно, что мои чувства игнорируют». Да, это была непростая работа. Да, ей было страшно. Страшно показаться скандальной, неудобной, взбалмошной. Но шаг за шагом она начала возвращать себе право на злость, на гнев. Вместо того, чтобы молча глотать обиду, она училась говорить: «Мне неприятно, когда ты так делаешь. Я злюсь, потому что мы договаривались иначе». Это и называется духовный рост. Вот он во всей красе.
И если партнер не хочет расти вместе с вами, не видит смысла в развитии отношений к большей близости, к пониманию, к уважению, такие отношения обречены на провал. Духовный рост – это не сидеть в медитации, представляя, как мир вокруг вас меняется или вы меняетесь. Духовный рост не про это. Духовный рост и психологическая зрелость – это когда вы сами начинаете работу внутри себя, а потом за пределами себя, своим поведением, делая конкретные действия, которые меняют вас и вашу жизнь к здоровью, к благополучию. Что же произошло? Цистит не исчез волшебным образом за один день, но приступы стали реже, гораздо реже. А потом она заметила, что может остановить приступ в самом начале. Почувствовав первые знакомые тянущие ощущения, она не бежала за таблеткой, а садилась и спрашивала себя: «Ира, на что ты сейчас злишься? Где ты себя предала?» И она позволяла прожить эту эмоцию, проговорить ее. Иногда просто выписать на бумагу. Кстати, она завела дневник своих мыслей и эмоций. Спазм отступал. Спустя 3 месяца нашей работы, наших встреч по 1-2 раза в месяц, Ирина сказала мне фразу, которую я никогда не забуду. Я поняла. Цистит был моим единственным способом сказать «нет». Теперь я учусь делать это делать голосом. Я учусь делать это не внутренними органами, а ртом. История Ирины – это не уникальный случай. Это путь, который прошли, проходят и будут проходить тысячи женщин, тысячи. И сейчас я хочу предложить вам вот прямо сейчас сделать первый маленький, но очень важный шаг на этом пути. Это не волшебная таблетка. Это практика, которая поможет вам начать диалог со своим телом. Найдите, пожалуйста, сейчас минутку, чтобы вас никто не отвлекал. Сядьте удобно. Можете поставить видео на паузу, если нужно, можете не ставить. Теперь сделайте глубокий вдох. На выдохе закройте глаза, если вам комфортно, можете и не закрывать. Сейчас просто дышите и побудьте в этом комфортном состоянии еще несколько секунд. И задайте себе абсолютно честно 2 вопроса. Не нужно анализировать, просто позвольте быть первому ответу или первому образу или имени, которое придет в голову. Позвольте всплыть этому на поверхность. Спросите себя, на кого я на самом деле злюсь прямо сейчас? Злилась или, может быть, злилась сегодня, но боюсь и не позволяю себе это показать. Это может быть начальник, партнер, ребенок, мама, папа, бабушка или даже кассир в магазине. Или вы сами. Просто отметьте, кто это, без осуждения. Второй вопрос. Где сегодня я позволила себе нарушить мои границы? Где я сказала «да», когда хотела сказать «нет»? Где я сказала «нет», когда хотела сказать «да»? Где я промолчала, когда нужно было себя защищать? Где я произвела звуки голосом, когда нужно было промолчать? Может быть, вы задержались на работе, хотя у вас были свои планы. Может быть, вы выслушивали жалобы подруги, не имея на это ресурса. Может быть, согласились на что-то, что вам неприятно. А теперь задайте себе самый главный 3-й вопрос, глядя на эти ситуации. Почему я наказываю за это себя? И это наказание отражается на моем теле, в моем теле, моей болью. Ведь эта боль – это аутоагрессия. Это злость, направленная не на обидчика, а на себя, внутрь себя. Потому что направить ее вовне, за пределы своего тела, кажется опасным. Накажу-ка я лучше себя. Это привычнее, безопаснее. Осознание этого – это уже половина дела. А теперь давайте поможем телу. Положите одну руку на низ живота в область мочевого пузыря, чтобы дать этой зоне тепло и внимание. И сейчас мы сделаем 3 цикла глубокого, очищающего, диафрагмального дыхания. Вдыхайте медленно через нос, направляя воздух
как бы вниз, в живот, чтобы ваша ладонь слегка приподнялась. Почувствуйте, как на вдохе живот и тазовое дно мягко расширяются, а на выдохе медленно через приоткрытый рот со звуком «х» отпускайте все напряжение. Представьте, как с этим выдохом из вашего тела уходит вся скованность, весь спазм, вся ваша боль. Давайте вместе. Вдох, живот надувается, и медленный теплый выдох. Отпускаю. Еще раз. Глубокий спокойный вдох и выдох. Расслабляем челюсть, плечи, живот. Последний раз. Вдох и полный тотальный выдох. Отпускаем весь контроль. Теперь скажите себе вслух, можно шепотом: мне можно чувствовать, мне можно злиться, мне можно говорить «нет». Повторите это. Я разрешаю себе быть неудобной для кого-то, и для меня это безопасно. Мои чувства и мое тело важнее чужих мыслей и чувств в чужих головах и телах. Как вы себя чувствуете? Даже если вы ощутили сейчас лишь крошечное облегчение, это чудесно. Вы сместили фокус с борьбы с симптомом и с самой собой на диалог с собой. Наша беседа сейчас подходит к концу. Главное, что я хочу, чтобы вы унесли с собой. Это мысль. Ваш цистит, ваша боль – это не ваш враг, это не ваше наказание. Это ваш верный, хоть и очень строгий союзник. Это сигнал, это язык, на котором ваше тело пытается докричаться до вашего сознания и сказать: посмотри на меня, обрати на меня внимание. То, что происходит в твоей жизни, в твоей голове, разрушает нас. Так больше нельзя. Цистит – это не просто про мочевой пузырь. Это про ваше право на свою территорию. Про ваше право быть живой, чувствующей, разной, неудобной, настоящей. Это про право говорить «нет» тому, что вас разрушает, и говорить «да» себе, своим желаниям, своим потребностям. Исцеление здесь – это не просто выпить таблетку, это ваш путь к себе. Это смело встретиться со своей злостью, со своим страхом, со своей уязвимостью и слабостью. Я знаю, что этот путь бывает страшно начинать в одиночку. Если вы узнали себя в этой истории, если то, о чем я вам сейчас говорил, отозвалось у вас узнаванием и болью, я приглашаю вас в свое пространство, где мы продолжаем эти разговоры. Присоединяйтесь к моему YouTube-каналу, Telegram-каналу. Здесь я регулярно делюсь подобными подробными психосоматическими разборами, даю короткие практики, разбираю разные кейсы и создаю безопасное поле, где вы поймете, что вы не одна. Ссылка в описании под этим видео. И, конечно, если вы чувствуете, что готовы не просто понимать, а действовать, если вы устали ходить по кругу и хотите начать по-настоящему жить в мире со своим телом, а не воевать с ним, я приглашаю вас на индивидуальную онлайн-консультацию по видеосвязи. Это глубокая бережная работа, где мы вместе находим именно ваши причины симптомам и выстраиваем ваш личный путь к исцелению и к жизни, в такой жизни, где есть место для себя. Запишитесь по ссылке в описании под этим видео. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. И, пожалуйста, слушайте свое тело. Оно никогда не врет. Я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапегов.